Ребята, по-моему, клюнул рыбинский крокодил. Фрикцион даже дымится. Добро пожаловать на родину Голливуда, в Рыбинск, где исполняются ваши мечты. Ребята, сам поймал. На рынке. Добраться до Рыбинска можно водным транспортом по Волге, по железной дороге или автобусом. Вокзал в Рыбинске совмещенный. Часть здания занимает железнодорожный вокзал, а часть автовокзал. И это очень удобно. Давайте отправимся вглубь веков земли Рыбинской. Ребята, мы находимся у истоков Рыбинска. За мной Усть-Шекснинское поселение. Первое упоминание в летописи «Повесть временных лет», 1071 год. Слева у нас Шексна, которая, пройдя через Рыбинскую ГЭС, впадает в Волгу. Летопись рассказывает, что где-то в этих местах повесили на дубе двух ярославских волхвов, которые организовали крестьянское восстание. Потом их скушал медведь. На этом месте когда-то стояла церковь Воскресения Христова, построена в 1717 году, взорвана в 1936. Этот арт-объект – женское украшение, мирянская шумящая подвеска, которую нашли здесь при раскопках. В 1899 году в селе Васильевском родился генерал-лейтенант Федор Михайлович Харитонов, герой Великой Отечественной войны, командующий 9-й и 6-й армиями. Умер от ран 28 мая 1943 года. Вечная память земляку. Есть в Рыбинске места силы, где мужики пропадают вместе с деньгами. Нет, не эти, а вот эти. А потом их находят в самых непредсказуемых местах, иногда даже труднодоступных. А виной тому древняя мужская забава – рыбалка. Ведь в давние времена Рыбинск назывался Рыбной Слободой. И ловили здесь рыбу серьезную. Например, вот такую стерлядку, а также осетров, белуг. И доставлялось все это живым к царскому столу. Да, были времена. Как только вы сойдете с корабля на берег и подниметесь по ступенькам вверх, сразу окажетесь перед памятником Бурлаку. В былые времена Рыбинск был столицей бурлаков. Во время навигации в Рыбинске собиралось до 130 тысяч крючников и бурлаков, тогда как все население города насчитывало в середине 19 века не более 7 тысяч жителей. Существовали как мужские, так и женские артели. Тяжелый труд бурлаков на Волге стал символом выносливости и силы духа жителей Рыбинска. В 20 веке им выпало другое испытание. В годы Великой Отечественной войны город вновь проявил несгибаемый характер. Пока мужчины сражались на фронтах, женщины и дети заняли их места у заводских станков, снабжая армию оружием, техникой и обмундированием, а также самоотверженно ухаживали за ранеными в госпиталях. С чего начинается Родина? С памяти предков. И сегодня, в праздник 9 мая, оторвитесь от шашлыков и помяните тех, кто сражался и отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом в Великую Отечественную войну, и тех, кто ковал победу в тылу. Из Рыбинска было призвано на фронт порядка 40 тысяч человек, из них не вернулись 26 тысяч. За годы войны 52 рыбинца стали героями Советского Союза. 6 наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы. С Днем Победы, друзья! Бессмертный полк в Рыбинске собрал несколько тысяч участников. И это отличная идея сохранения памяти своих предков, которых уже нет с нами, и единения людей. Память о той войне должна жить вечно. Наш земляк, поэт Лев Иванович Ашанин увековечил ее в стихах. Его стихи о мире, любви к родине и к женщине. На его стихи написаны такие известные песни, как «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа?
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. И самая трогательная песня для тех, кто родился или живет на Волге. «Течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной. Кто ее не слышал, срочно послушать. А были ли вы у истока Волги? Нет? Тогда под роликом я оставляю ссылку. Несколько шагов от Льва Ашанина, и вы погружаетесь в кинофильм «12 стульев». Да, дядька Пека. Много сцен из фильма снято вдоль улицы Стоялой. Стоялой она называлась потому, что на ней в былые времена стояли бурлаки и крючники в поисках работы. Важной фигурой в любом фильме является режиссер. В 1922 году в Рыбинске родился известный советский кинорежиссер Станислав Иосифович Ростоцкий. Режиссер таких знаменитых фильмов, как «Дело было в Пенькове», «А зори здесь тихие», «Белый бим, черное ухо». Человек сложной судьбы. После просмотра фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» заболел кинематографом. В 16 лет дошел до самого Эйзенштейна. Тот дал ему наставление, что нужно учиться, учиться и еще раз учиться. И Станислав Иосифович начал усиленно грызть науку кинематограф. Во время Великой Отечественной войны был тяжело ранен, и ему отняли ногу. Но он продолжал жить и заниматься творчеством. Он ходил без палочки, и многие даже не догадывались, что он ходит на протезе. В этом доме родились братья Шенки – Иосиф и Николай, основатели Голливуда, учредители Американской киноакадемии и кинопремии «Оскар». В конце 19 века эмигрировали с семьей в Америку. Сначала продавали газеты, потом ушли в бизнес аттракционов. И дело было это весьма прибыльным. Но в это же время начинает пользоваться большой популярностью и кинематограф. И братья уходят в новую сферу. Один из них стал совладельцем компании Metro-Goldwyn-Mayer, а второй 20 век Fox. В 1952 году Иосиф получил Оскара за вклад в киноиндустрию. Ну а кто прикоснется к этому дому, тот окажется в Голливуде, ну или хотя бы на Мосфильме. Ну вы спросите, почему я еще не там? Да потому что таких не берут в космонавты. А таких берут. Овчинин Алексей Николаевич, космонавт из Рыбинска. Космонавты в социалистические времена были не редкостью в Рыбинске, так как ряд предприятий работал на космос. А этого парня знает весь мир. Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт Земли, тоже приезжал в Рыбинск на рыбалку. В честь космонавта названа улица, на которой установлен МиГ-21. На таких самолетах летал Юрий Алексеевич. Ну что, отдохнем немножко на природе. Ты куда полетел? Друзья, в шаговой доступности от города находится райский уголок природы – Кстово. Здесь круглый год люди – и осенью, и зимой, и весной, и летом. Но, как по мне, самое прекрасное время года – это весна. Природа вся благоухает, посмотрите, все зелененькое, все цветет, пахнет, птички поют. Ну просто ляпота. Если вот брать леса около больших городов, то по ним гуляешь, и в них не чувствуешь запаха леса. А здесь он есть. Лягушка, здорово! Природа, конечно, сказка. Ландыши, ландыши, белый букет. А внизу протекает Черемуха, которая в Рыбинске впадает в Волгу. С одной стороны реки у нас санаторий Воровского, а с другой центр отдыха и здоровья Кстово. Как говорится, отдыхай и выздоравливай. В этих местах я провел детство. Здесь мы отдыхали и в детских лагерях, профилактории рыбинских моторов, купались, загорали, ловили рыбу. В общем, были классные времена.
Ребята, 30 мая. Водичка лепота. Открытие купального сезона. Какая смелая, а? О. Ребята, возвращаемся на традиционную экскурсионную тропу в центр города. Есть Красная площадь, значит есть и Ленин. Хотя до Ленина здесь был памятник Александру II. Если тренд города у нас рыбный, посмотрите, как бы смотрелись встроенные в кафе и магазины аквариумы с осетровыми. Хотя даже в рыбных магазинах я не видел осетровых. Думаю, они пользовались бы спросом. Это сказочное здание музей-заповедник, бывшая новая хлебная биржа. Рядом находится здание старой Лоцманской хлебной биржи. Рыбинск в те времена был крупным хабом по перевозке зерна. Спасо-Преображенский собор, один из символов города, прекрасен в любое время года и времени суток. Построен на месте двух деревянных церквей. Высота колокольни около 116 метров, по другим данным около 94 метров. Одна из самых высоких колоколен России. Продвигаемся вдоль Волги, вглубь полуострова Казанского микрорайона, или аула, или Стрелки. Мы идем вдоль здания, где с давних времен жили разные банки. На другой стороне улицы Липовая аллея, посаженная в 1900 году на средства городского головы купца первой гильдии Константина Ивановича Расторгуева. В этом районе также находится бывшая паровая мельница купца Ефрема Калашникова. Ныне там клуб. Сейчас мы находимся в устье реки Черемухи, где она впадает в Волгу. Это историческое место. Слева от меня находится бывший шлюз на реке Черемухи. Он был построен в 1904 году для поднятия уровня воды в этой речке. О, рискованные ребята на Титанике не боятся сесть на мель. Немного пройдя вверх по течению, мы попадаем в бывший сухой док. Корабли заходили в него на ремонт, потом вода откачивалась и суда ремонтировались уже сухими. Сегодня это место капитально заросло, хотя в детстве мы по весне ходили в этот залив ловить рыбу, которая здесь скапливалось превеликое множество. Сейчас Стрелка – это пустырь, хотя может стать центром притяжения людей и украшением города. И у города есть планы по ее модернизации. На мой взгляд, на Стрелке можно сделать фонтан с высоченной статуей медведя со стерлядью, чтобы видно было даже из космоса. И убьем сразу двух зайцев. Первое. Медведь и стерлядь есть на гербе нашего города. А второе. Ну вы поняли, о чем я. И деньги найдутся. В глубине Казанского района находится одноименная церковь. Казанская церковь построена в 1697 году на месте упраздненного к 90 годам 17 века мужского Казанского монастыря. А это здание из красного кирпича – кузница кадров города Рыбинска, здание бывшего роддома. Отсюда вышел я. Слышали про Нобелевскую премию, учрежденную в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля в 1895 году? Но в России с 1888 года уже был аналог этой премии, учрежденной в память о брате Альфреда, Людвиге Нобеле. Перед памятником Людвигу Нобелю аллея награжденных этой премией. Товарищество братьев Нобелей стало одной из лучших в Европе компаний по добыче, переработке и транспортировке нефти из Баку. А по продаже керосина даже вытеснила с европейского рынка фирму Рокфеллеров Standard Oil. Рабочие, которые трудились на их предприятиях, находились на полном социальном обеспечении. Людвиг Нобель основал первые в России профсоюзы. Нобелями были созданы первый европейский нефтепровод и первый в мире наливной танкер, а в Рыбинске был построен первый в мире нефтяной терминал. Судостроительная верфь на левом берегу тоже принадлежала им. Поднявшись вверх по течению реки Черемухи, попадаем в одно из самых уютных и романтичных мест Рыбинска, восстановленную в стиле 19 века набережную. Можно кататься на водных велосипедах, отдыхать в тени высоких деревьев, играть в шахматы или слушать духовой оркестр.
Друзья, ну что, набережную в Рыбинске сделали красивую. Реки Черемухи. Прямо глаз радуется. Это заявка. А вот еще один из символов города – пожарная каланча. Когда-то на нее водили экскурсии. Под мостом через Черемуху переходим дорогу, и с моста открываются красивые виды на Каланчу и городской сквер. Внизу видим остатки деревянного моста, который тоже участвовал в съемках «12 стульев». Любимое место детворы всех времен и поколений – городской сквер. Посмотрите, какие шикарные виды! Если есть корм для белочек, значит есть и белочки. С собой, кроме земляных орехов, я взял грецких, но грецкие через сетку не пролезли. Пришлось есть самому. В сквере весело не только летом, но и зимой. Зимой здесь открывается большой каток. И снова шахматы, но уже серьезного размера. Зайдем на примыкающие к скверу улицы. Там есть очень красивые здания, достойные вашего внимания. Например, вот это на улице Радищева. Храм Толстой иконы Божией Матери сейчас восстанавливается, тоже находится на улице Радищева. Мавританский замок на улице Советской считался самым красивым в Рыбинске. Возвел его в 1880 году Иван Филиппович Мыркин. Известным его сделали Мыркинские бани, находящиеся неподалеку. Далее, двигаясь по улице Стоялой в направлении Волги, попадаем к памятнику легендарному земляку, флотоводцу и святому Федору Федоровичу Ушакову. В морских сражениях он не потерпел ни одного поражения, не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. Вечная память Федору Федоровичу. Замыкаем нашу малую туристическую тропу снова на Волге, у часовни Николаю Чудотворцу. Поводом для ее строительства стало спасение Александра II во время неудачного покушения в летнем саду Петербурга. День покушения на царя совпал с днем чествования церковью Николая Чудотворца. Одна из самых больших площадей города – площадь имени Павла Федоровича Дерунова. Здесь проводятся различные городские мероприятия, и на ней расположен авиационный колледж. На другом краю площади памятник легендарному человеку города, руководителю рыбинских моторов, заместителю авиационной промышленности СССР. Человек, который работал на благо завода, города, родины и людей, вывел авиадвигателестроение на высокий уровень. Он знал рабочих лично. При его участии был построен целый жилой микрорайон Скоморохова гора. Вечная память Павлу Федоровичу. Дворец культуры «Авиатор». Здесь расположен самый большой концертный зал в Рыбинске. Он прекрасен как внутри, так и снаружи. Посмотрите облицовку. В ней следы раковин. Есть в городе и свой драматический театр, а также театр для юных зрителей. Рядом с железнодорожным вокзалом находится райский уголок природы – Корякинский сад. Сад был заложен в 1901 году и назван в честь его основателя, купца Василия Александровича Корякина. В саду насчитывалось около 100 видов растений из различных климатических зон. Одно из главных украшений сада – это красавцы-лебеди. Да, гусь, иди сюда. Иди к папочке. Иди сюда. Иди к папочке. Да. Молодец. Главное помните, кормить их нельзя. Могут заболеть. Здание через дорогу от сада – главный корпус Рыбинского государственного авиационно-технологического университета. Студентам повезло, в свободное от учебы время можно отдохнуть в саду. Как в начале 20 века, так и сейчас это уголок единения с природой и умиротворения. А вот еще одно украшение сада – красавец-фонтан. Если вы попадете в период цветения тюльпанов,
то вам сильно повезет, и вы насладитесь этой красотой в полной мере. Советую посещение Корякинского сада обязательно включить в программу вашего путешествия. Рядом с Корякинским садом расположен костел Святейшего Сердца Иисуса в готическом стиле. Построили его в 1910 году поляки, проживающие в Рыбинске. В этом здании была и столовая, и общежитие, и магазин. Сейчас принадлежит студенческому клубу «Прометей». Чуть ближе к ЖД вокзалу находится Дом художников. Он является восстановленной копией дома купца Семена Гордеева, который стоял на этом месте и с течением времени пришел в негодность. Постройкой дома занимались рыбинские художники, которые затем в него и поселились. Предлагаю прогуляться по удаленным районам города. Начнем с Полиграфа или Зачеремушного района. Когда-то здесь работал завод полиграфических машин, он и дал название району. В 1901 году в Рыбинске вводят в эксплуатацию водопровод. Для водопровода построили водонапорную башню на самом высоком месте города. Перед вами пивоваренный завод «Богемия», построенный купцом Иваном Дурдиным в конце 19 века. Пиво было сварено качественно и пользовалось большой популярностью в России. Хмель и передовое оборудование закупалось в Европе. Сейчас завод возрождает былые славные традиции пивоварения. А сейчас мы переместились в микрорайон с самым красивым названием – Мариевка. Волочавский парк. Ребята, а вы знаете, из чего сделана эта скамейка? Из пробок, которые собрали школьники города Рыбинска. Молодцы, ребята, сберегли деревья, ну и вложились в дело. А когда во что-то вкладываешься, ты это бережешь и ценишь. Я думаю, это хорошее начинание. Такие скамейки в теории должны прослужить гораздо дольше деревянных, если вандалы не разбомбят. Если тренд в нашем городе стерлядь, то почему бы не сделать вот такую красивую лавочку? Или такую? Сейчас мы находимся на левом берегу реки Волги в микрорайоне Слип. И это не от английского слова sleep – спать, а от слова слип – наклонная береговая площадка для спуска кораблей на воду и подъема их обратно. И это не случайно, потому что в этом районе находится судостроитель и судоремонтный завод «Верфь братьев Нобель». Большая часть района – это частный сектор, хотя встречаются и многоэтажные небольшие дома. На горизонте Дом культуры Слип. Но главной достопримечательностью района является памятник лосям. Он и своеобразный ориентир. На этом месте когда-то находилась деревня Лосево, и лоси в этой местности ходили на водопой на Волгу. А вообще эти животные, не ведущие страха, довольно часто любят гулять по Рыбинску. Для них не важно, кто перед ними – КамАЗ, паровоз или член палаты лордов. Недавно лось забрел даже на территорию суда. Что он делал там, остается для нас загадкой. Мы перенеслись на левый берег Волги в интересное место – Петровский парк. Яркие цвета весенней зелени просто радуют глаз. А сейчас мы находимся на одном из красивейших мест города Рыбинска – Петровской беседке. Посмотрите, какие виды правого берега Рыбинска отсюда. Петровский парк находится на месте села Петровское, которое было основано в XIV-XV веке. В конце XVI века данное село стало вотчиной рода Михалковых. Основателем усадьбы стал Петр Дмитриевич Михалков, который получил данное село в качестве приданного, женившись в 1708 году на Александре Никитичне Ухтомской, тоже благородных кровей. Известными представителями этого дворянского рода являются поэт Сергей Владимирович Михалков и его сыновья, режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Интересное нагромождение валунов. Ребята, когда-то это был прудик в усадьбе Михалковых. И здесь летом плавали золотые рыбки. Ребята, как хорошо в Петровском парке весной, в мае. Здесь тишь да благодать, птички поют. А на том берегу за Волгой
слышен шум города. Утро, но город уже в движении. А это то, что осталось от усадьбы Михалковых. Да, время ее не пощадило. Когда-то она была вот такой. Под беседкой находится родник и купель. Давайте отведаем водички. Вещь, ребята, вкусняха. И это не единственный родник в Рыбинске. Запахомовский район. Река Коровка. Это район частного сектора. А в этой избушке у нас родник. Неподалеку находится еще один родник. А здесь самая сладкая вода из трех. Видимо, здесь кальция побольше. Есть в Рыбинске вода живая, а есть мертвая. Умирает черемуха от безразличия людей и госорганов. А сколько таких ручейков еще на Черемухе, в черте города? Здесь в детстве мы купались и ловили рыбу. К реке не подойти, жесть какая-то. За последние 2-3 года речка превратилась в фекальное болото. Мрет рыба, дети в этой речке купаются. Ниже по течению туристы плавают, на водных велосипедах вдыхают это дерьмо. И вся эта дрянь течет в Волгу. И никому нет дела. Черемуха – приток Волги, и было бы здорово внести ее в федеральную программу оздоровления Волги. Да, Рыбинску не хватает Жанны Рябцевой. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии. Мы перенеслись в приморский микрорайон Переборы, основан на месте одноименной деревни. По одной из версий, два помещика играли в карточную игру «Очко», и у одного из них вышел Перебор. и ему пришлось отдать поставленную на кон деревню. Переборцы молодцы, чтут память основателей Голливуда. Узнали, кто это? А это Марлин Монро, которую продвигал по карьерной лестнице один из братьев Шенков. Памятник Волгалагу. Его создали 16 сентября 1935 года для строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов. В преддверии Великой Отечественной войны Волгалаг насчитывал 85 509 человек. Детский парк в Переборах потихоньку разрушается временем. А это ракета. Когда-то такие суда наравне с метеорами ходили по Волге. Ну вот мы и пришли к Рыбинскому морю. Здесь есть свой пляж и причал, с которого на кораблике можно добраться до острова Юршина. Ну что, Рыбинск, подведем итог. Город меняется, и это видно невооруженным взглядом. Большими темпами развивается туризм. Рыбинск снесли в Золотое кольцо. Меняется система образования, ориентируясь на востребованные специальности. Сохранены и работают заводы, которые работали еще в социалистические времена. Хочу поделиться своими мыслями о кино в Рыбинске. Может быть, кто-то из режиссеров или операторов обратит на это внимание, потому что Рыбинск – это не паханное поле. Можно снимать художественные фильмы на такие темы, как Уж-Шекснинское поселение, Федор Федорович Ушаков и его детство, Рыбинские бурлаки, братья Нобель, братья Шенки. Если американцы будут себя хорошо вести, то можно сделать что-то совместное даже с Голливудом. Волгалаг и постройка Рыбинской ГЭС, трагическая судьба затопленного Рыбинским водохранилищем города Малоги, Павел Федорович Дерунов и авиадвигателестроение в Рыбинске. В погоне за материальным мы не должны забывать, что мы еще и люди, и в ответе за природу. И экологические проблемы требуют больших финансовых вложений в Рыбинске.
Берегите себя, берегите природу, берегите город и помните всегда о своей малой родине.